Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала. С вами Женя. Вы на канале «Счастье в нас самих», где, как всегда, ответы на любые вопросы, инструменты для улучшения всех сфер жизни, есть практики для избавления от всего, что вам мешает, и, конечно же, для приобретения того, что вы хотите. Я всегда говорю, начинать надо с практик на очищение. Нужно избавиться от старых мешающих вам установок, ну и, соответственно, потом прививать себе те установки, которые помогут вам улучшить вашу жизнь. Ну а также практики настроя, ритуалы и медитации для достижения целей и исполнения любых, даже самых невероятных желаний. Ну, есть рубрика «Слова-пароли». Они помогают вам научить ваше подсознание и работать на вас. То, что мы говорим, очень важно. Помните об этом. Сегодня, как и каждую неделю, прогноз на неделю. Самое важное, самое основное. И сейчас это стихия Земля, знаки зодиака Тельцы, Девы и Козероги. Сосредоточьтесь на себе любимых, как всегда. Сделайте себе комплимент, похвалите себя. Колоду я уже перемешала, она большая, поэтому мне ее мешать, она разлетается, поэтому перемешала я ее до того, как я начала видео. Ну и после того, как вы сделаете себе комплимент, похвалите себя, не забудьте улыбнуться. Улыбка меняет жизнь, улыбка улучшает жизнь. Сегодня ангелы расскажут нам, на что обратить внимание в ближайшую неделю. Всегда помните про акцендент. Он влияет на ваше состояние, соответственно, он влияет на вашу реакцию, на ваши мысли и на то, что с вами происходит. И в конце видео, как всегда, 3 карты на исполнение желаний. Желаний много не бывает. Ну что, начнем мы с Тельцов. Посмотрим, на что же обратить внимание в ближайшую неделю. Первое, что я могу сказать, что обратите внимание на межличностные отношения, обратите внимание на то, какие отношения у вас с вашим партнером или партнершей, с вашими родными и близкими. Эта карта говорит о том, что в ближайшую неделю в отношениях будет прорыв. Я надеюсь, что это прорыв к улучшению. Также для тех, кто ждет переезда, для тех, кто меняет свой адрес, в ближайшую неделю будете к этому готовиться, и, соответственно, для некоторых уже произойдет этот переезд. Ну и еще что могу сказать для Тельцов: не будьте так зажаты, не будьте скованы. Старайтесь выражать ваши мысли, выражать ваши чувства. Единственное, что крик и негативные эмоции, раздражение никогда не решат проблему. Помните об этом. Да, мы живем в социуме, мы всего лишь люди, иногда эмоции захлестывают. Никогда не принимайте решения в таком состоянии, никогда не ведите диалог в таком состоянии. Лучше скажите человеку: знаешь что, я должен или я должна успокоиться и включить более аналитическое мышление, и, соответственно, потом мы уже поговорим. Ну, это как пример. Поэтому
Выбирайте, выбор ваш. Это, как я всегда говорю, что выбор ваш, это ваша жизнь, и только вы можете решить, как ее жить. Я в самом начале забыла сказать, что ведь то, что с вами происходит, вот результат ваших мыслей, эмоций, ну и, соответственно, действий. Дальше идем. Девы. Смотрим, на что обратить внимание девам в ближайшую неделю. Колода разговаривает абсолютно по-другому, не так, как... каждая колода говорит на своем языке, и когда я предсказываю на колоде, я чувствую состояние, я чувствую настроение, и тут немножко в другом ракурсе преподносит нам ангелы ситуации. Смотрим, девы, на что обратить внимание. Вам обратить внимание на ваше внутреннее состояние. Было бы здорово отдохнуть. Вам нужен отдых, вам нужен отпуск, вам нужно больше времени для того, чтобы принимать решения, и вам нужно включить более аналитическое мышление, меньше эмоций, больше анализа. Ну и, конечно, так же, как и в первой позиции, могу сказать, не принимайте решения на сильных эмоциях, и неважно, какие эмоции это будут. Даже на сильных позитивных эмоциях принимать решения не рекомендуется, по той простой причине, когда эмоции сойдут, и вы будете мыслить более ясно, потому что сильные эмоции всегда застилают конструктивное мышление. И, соответственно, решения, которые приняты на эмоциях, потом можно о них пожалеть. Поэтому не делайте этого, не принимайте решений на эмоциях, успокойтесь, уберите внимание от того, что вызывает такие эмоции, будь это позитивные, будь это негативные эмоции, убирайте внимание, переключайте концентрацию на что-то другое, не знаю, сделайте что-то. Знаете, я очень часто, раньше я помню, когда не контролировала свои эмоции, или когда только начинала я работу над собой, для того, чтобы контролировать эмоции, иногда я просто брала и вязала. Вязала крючком, вязала спицами. Просто у меня до сих пор всегда есть такой лоточек, такая коробочка, в которой лежат все инструменты для вязания и нитки, неважно что, шарфик, полосочка, неважно что, именно переключала внимание на что-то делать руками, и, соответственно, особенно когда, спицами я вяжу, меня научила еще бабушка, когда мне было 5 лет, поэтому спицами я в основном вяжу даже вслепую, я могу смотреть кино и вязать, а вот крючком нет. Крючком я всегда должна смотреть, что я делаю. И, соответственно, когда находили эмоции, я понимала, что я не могу с ними справляться, я просто брала и начинала вязать. Опять же, для меня это очень успокаивает. И, соответственно, там какие-то 15-20 минут я приходила в норму. И это очень хороший инструмент для переключения внимания. Но опять же, это для девочек. Для мальчиков то же самое. Что-то начните делать руками.
не знаю что вам нравится, что вы любите делать, какое-то ваше хобби. Если вы его даже не используете на каждодневной основе, используйте ваше хобби для того, чтобы переключать ваше внимание. Если не можете по-другому, это просто один из инструментов, один из советов. И только когда вы успокоились, уже можете вернуться к решению задачи. Тогда уже проблема станет и задачей тоже. Подумайте об этом. А основная линия для дев – это больше времени для себя. Побалуйте себя чем-то, сходите в магазин, купите себе что-то, подарите себе что-то, сделайте что-то, что вы любите и что вас успокаивает. Даже если нету всплесков, нету раздражений, вот тут есть ощущение, что вы подустали, и вам надо бы перезагрузиться. Смотрим дальше. Козероги. Для козерогов, что я могу сказать? Развитие отношений. Развитие отношений с вашей второй половинкой. Опять же, это может быть как муж или жена, это может быть boyfriend, girlfriend, это может быть просто недавнее знакомство. И могу вам сказать, что открытие к этим отношениям и развитие отношений зависит от того, насколько вы хотите быть в этих отношениях. Сейчас первое, что я увидела, это именно межличностные отношения в паре. Это для тех, кто в паре. Для всех других нужно терпение. И именно опять основная линия из того, что я здесь вижу для Козерога в ближайшую неделю, это именно развитие отношений. Как в паре, так в коллективе, так между родными, близкими и друзьями. Ваше терпение и ваша забота о себе в первую очередь и о других будет плюсом, будет помощью. И, соответственно, когда вы заботитесь о себе, вы, соответственно, делитесь этой заботой с другими. Не переборщите, не навязывайте, делайте то, что вам комфортно. Я имею в виду по отношению к другим людям. И тогда у вас придет гармония прежде всего с самим собой, самой собой, ну и, соответственно, с другими людьми. Всегда делайте все, опираясь на ваше внутреннее состояние, на вашу интуицию. Если есть дискомфорт, останавливайтесь и анализируйте, думайте, прежде чем давать ответ. Так что хорошая, интересная неделя впереди, и все зависит, как всегда, от того, как вы будете относиться к себе и к людям. Ну и совет для стихии, общий совет для стихии: окончание чего-то и радость от того, что вы сделали. Благодарность, которую вы будете испытывать к себе и к другим, поможет вам притянуть перемены, которые принесут еще больше причин для благодарности. Это Архангел Михаил, и могу сказать точно, что с его помощью вы можете оборвать все негативные связи, которые мешают вам, которые забирают у вас энергию. На канале, кстати, есть практика
на обрывание энергетических связей при помощи просьбы к Архангелу Михаилу. Ну и Архангел Михаил может помочь очищению и избавлению тоже. И тут я хочу сказать, почему благодарность. Все архангелы и ангелы-хранители, когда вы к ним обращаетесь, и неважно, что вы просите, вы можете обращаться к любому. Я смотрю же на это все на уровне энергии. Всегда благодарите. И тут я могу сказать, и это в принципе для всех, не только для стихии Земля, и не только в контексте данного расклада, могу вам сказать, благодарите всегда всех за все. Каждый день начинайте с благодарности. Первое – это за то, что вы проснулись, и дальше вы найдете миллион вещей и причин, за которые вы можете благодарить. И, соответственно, вы получите еще больше вещей и перемен, за которые вы будете благодарны. Благодарность и слово «благодарю» – это слово с очень высокой вибрацией, обалденной вибрацией, и оно помогает во всем. Ну что, 3 карты на исполнение желания я выложила. Давайте посмотрим для тельцов. Сейчас не совсем время, значит, надо еще собрать информацию, может быть, перефразировать, может быть, понять или ваше это желание. Готовы ли вы к тому, что это желание будет уже сегодня у вас в руках? Иногда бывает, что ваша неготовность и отдаляет исполнение желаний. Ну, а также, если это не ваше желание, вы глубоко внутри не хотите, поэтому и не получаете. Много причин можно найти. Девы, смотрим. Все в ваших руках. Вот тут все в ваших руках, отдохните, наберитесь сил, ну и, соответственно, делайте что-то для исполнения вашего желания, и оно исполнится. Все в ваших руках, в ваших мыслях прежде всего, в вашем отношении к вашему желанию, ну и, соответственно, уже в ваших действиях. Козероги, вперед! Мои дорогие козероги, вперед и только вперед к достижениям, к свершениям, ну и, конечно, к исполнению ваших желаний. Ну а на сегодня все. Хорошая, интересная неделя. У каждого знака зодиака стихии Земли. Земля, принимайте. Ну а я, в свою очередь, желаю вам счастья, здоровья, успехов, удачи, любви, благосостояния, ну и, конечно, мира. Подписывайтесь на канал, если вы еще этого не сделали, если вы первый раз попали на мое видео. Ставьте лайк, пальчик вверх. Это ваша благодарность за мой труд, ну а также это продвижение моего видео. Делитесь моими видео с родными, близкими и друзьями. Это помогает в развитии канала. Я благодарна всем тем, кто посылает донаты. Это помогает выпуску новых роликов, помогает развитию канала. С вами была Женя. Люблю вас, мои дорогие. Пока.